Витаю! В этом видео мы почитаем частоту и форму собственных колебаний подвесного моста с учетом нагрузки и натяжения. О нюансах создания расчетной схемы я рассказывал в прошлом видео, поэтому сразу перейдем к расчету. Сначала посчитаем частоту с нагрузкой, но без натяжения несущих тросов. Идем в свойства Calculix и включаем там геометрическую нелинейность. Также нас будет интересовать только финальный результат, поэтому в частоте выдачи результата ставим какое-нибудь большое число. Для расчета частоты собственных колебаний напрашивается выбор frequency. Но это нам не подходит, так как в этом случае будет посчитана частота только от собственного веса. Чтобы учесть нагрузку, сначала нужно выполнить статический расчет, поэтому выбираем статик. Записываем и редактируем файл задачи. Как и в прошлом видео, меняем имена материалов, тросов и подвесов на Tension Only. Заменяем упругие свойства на геометрически нелинейные. И вот мы наконец подошли к ключевому моменту данного ролика. Идем в самый конец файла задачи и добавляем следующие ключевые слова. Step Perturbation означает, что исходными данными служат результаты предыдущего шага. Frequency, естественно, расчет частоты собственных колебаний. Далее количество искомых форм колебаний. Для ролика, думаю, достаточно 3. Ну и обязательно команда о завершении расчетного шага. Таким образом, сначала будет выполнен полный статический расчет, а после с учетом полученного напряженно-деформированного состояния будет определена частота и форма собственных колебаний. Не забываем сохранить изменения. И запускаем расчет. Смотрим, что получилось. Первая форма. В ней будет наиболее чувствительна конструкция моста. Это раскачивание пролета из стороны в сторону. Что неудивительно, ведь подвесной мост по сути большие качели. Вторая форма колебаний – волна вдоль пролета. Полагаю, на ее частоту стоит обратить внимание, дабы она не совпала с частотой шагов, идущей по мосту группы людей. И третья форма – раскачивание несущих тросов. Сами частоты колебаний в герцах и радианах в секунду можно посмотреть в файле DAT. Вот они для всех 3 форм. Теперь посмотрим, как на них повлияет небольшое натяжение несущего троса. Как и в прошлом видео, натягивать будем механически, смещая концы несущего троса на 15 мм. Включаем свойство Calculix геометрическую нелинейность, настраиваем частоту вывода результатов. Генерируем файл задачи для статического расчета. Редактируем файл задачи.
Переименовываем материалы тросов и подвесов в Tension Only. Добавляем материалам геометрически нелинейные свойства. Ну и самое главное, добавляем шаг с расчетом частоты собственных колебаний с учетом результатов предыдущего шага. И запускаем расчет. Смотрим, что получилось. Формы колебаний мало отличаются от варианта без натяжения. Первая– раскачивание из стороны в сторону. Вторая– большая волна вдоль пролета. Разве что от третьей формы за счет натяжения несущих тросов пролет стал колебаться немного меньше. Основные изменения произошли в значениях частот, которые можно увидеть, сравнив два файла DAT. Поставим рядом частоты без натяжения несущих тросов и с натяжением. Как видим, натяжение тросов несколько увеличило частоту собственных колебаний для всех трех форм. На что же это повлияло? Например, увеличился разрыв между собственной частотой и частотой пульсации ветра или шагов толпы, а значит уменьшилась вероятность вхождения в резонанс, что повысило надежность и безопасность строения. А еще настил не будет ходить ходуном под ногами, что заметно влияет на комфорт перебывания на мосту. На этом все. Дякую за увагу.